Задача. Определить натуральную величину плоской фигуры, в данном случае треугольника ABC, способом вращения вокруг осей, перпендикулярных плоскостям проекции. Этот метод называется методом плоско-параллельного перемещения. Суть этого метода заключается в следующем. Значит, мы повернем нашу проекцию фронтальную вокруг горизонтали или фронтали можно повернуть, и поставим ее так, чтобы горизонталь и фронталь была перпендикулярна осям. Оси в данном случае x. И одну проекцию повернем, а вторую построим. Да, построим. Затем повернем еще раз проекцию так, чтобы она была параллельна оси. И построим вторую проекцию. И там будет отображаться натуральная величина. Значит, начинаем мы с того, что сначала проводим фронталь. Значит, параллельно оси. Точка пересечения вот здесь. И проецируем эту точку на BA. На BA. Вот здесь, до пересечения. И там обозначим точку. И проведем фронталь через эту точку. Подпишем то, что у нас получилось. Значит, первая точка. Это будет точка у нас 1, проекция 1. И вверху получится точка 1, проекция 2. Внизу у нас получилась фронталь F, проекция 1. А вверху будет у нас F, проекция 2. Построили. Затем нам надо повернуть проекцию фронтальную так, чтобы вот эта фронталь оказалась перпендикулярная плоскости. Ну, можно это сделать методом засечек. Можно сделать, ну как это имеется в виду засечки? То есть мы измеряем вот длину этого отрезка, длину отрезка C1. Длину отрезка C1. Это у нас 71 мм. Изображаем здесь отрезок перпендикулярный оси длиной 71 мм. Изобразили. Значит, здесь внизу у нас получилась точка. Вот эта известная точка у нас 1. А вверху получилась точка С. Обозначим. Внизу точка 1, вверху точка С. Оставшиеся точки построим путем измерения расстояний. Расстояние следующих. Ну вот, например, когда мы поворачиваем вправо, то наша будет точка Б располагаться на пересечении двух окружностей. Вот первая окружность, вот она. Вот это расстояние. Это 21 миллиметр. Значит, проведем из точки 1 окружность радиусом 21 миллиметр. А из точки С мы проведем окружность, должны провести радиусом 70 миллиметров. И из точки С 70 миллиметров. На месте пересечения здесь будет положение точки Б. Так, удалим эти окружности, что мы строили для построения. Дальше точка А будет у нас располагаться от точки 1 окружность радиусом 48 миллиметров.
Значит, от точки 1 окружность 48 миллиметров. Дальше, так, точка А. От точки С будет у нас располагаться точка А на окружности 90 миллиметров. Значит, из точки С проведем окружность 90 миллиметров. В месте пересечения этой будет точка у нас А. Обозначим. Значит, здесь у нас точка А, и это точка Б. Точка Б. Ну и вот дальше соединим. Вот так. Ну, видите, это наши погрешности построения, да? Погрешности построения. Уберем окружность одну, окружность вторую. Соединим получившиеся точки. И мы получили повернутую проекцию фронтальную, поставленную так, чтобы фронталь была перпендикулярна оси. А горизонтальная проекция должна тоже поменять свое положение. Давайте разберемся, как она будет выглядеть. Значит, я отмечу. Вот она, да, проекция. Чтобы найти положение точек А, Б и С, то мы должны что? Провести линии связи. А с точки А и с точки С это будет продолжение. Вот так. И из точки Б это будет вот здесь продолжение. Теперь проведем А горизонтальную прямую. Здесь получим точку А. Дальше проведем здесь из точки С, точка С, тоже вот здесь продолжим до пересечения. Здесь получим горизонтальную прямую, провели, точку получим С. И далее из точки Б провели и получили точку Б. Теперь соединяем полученные точки. Ну, соединяем сразу основной линией. Так, и вот так. Да, видите, тоже некоторая тут у нас погрешность имеется, да. Получили. Значит, эти точки у нас будут, обозначим. Вот эта точка будет у нас А, это С, и это Б. И это Б. Так, поближе поставим. Вот так. Все, у нас, видите, отобразилась в нашем случае проекция горизонтальная в виде прямой линии. Но смотрите, если мы теперь вот эту проекцию повернем так, чтобы она стояла горизонтально, то в этом параллельно, чтобы была оси, то в этом случае здесь на фронтальной плоскости проекции будет отображаться натуральная величина, ну, поскольку у нас проекция параллельна. Поэтому померим, что у нас здесь получилось. Вот эти расстояния от этой до этой точки 55 миллиметров, и от точки С до точки Б у нас получилось здесь 27 миллиметров. Значит, строим такую прямую. Значит, здесь ее строим горизонтально 55 миллиметров. Раз. И теперь второй кусочек строим 27 миллиметров 2. Обозначим в этих точках, где мы брали начало и конец. Вот здесь у нас будет точка А. Там, где заканчивается 55, вот тут будет у нас точка С. И вот здесь будет у нас точка, соответственно, Б.
Подпишем эти точки. Значит, это первая точка А, вторая точка С, третья точка Б. Подписали. И где окажутся у нас на фронтальной плоскости проекции эти точки? Для этого проведем линия связи. Для точки А вот так, горизонтальную, и проведем вертикальную линию связи. Положение точки А у нас есть. Дальше точка С. Отсюда из точки проводим вертикальную линию связи и проводим линию связи горизонтально. Провели. На месте пересечения точка С. Дальше для точки Б проводим горизонтальную линию связи и проводим линию связи вертикальную. Здесь положение точки Б. Подпишем эти точки. Значит, здесь получается точка А, здесь С, здесь Б. Так, точки есть. Ну, теперь осталось что сделать? Показать решение. Соединим полученные точки. Так. И вот эта фигура и есть натуральная величина треугольника АБЦ. Заштрихуем вот эту фигуру. И вот этот маленький кусочек. Все, задача решена.